Добрый вечер в интеллектуальном клубе «Что, где, когда», в единственном месте, где каждый телезритель может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня суббота, 8 апреля, московское время 22 часа 23 часа ровно. И мы начинаем прямую трансляцию первой отборочной игры весенней серии «Что, где, когда» 2006 года. Против телезрителей сегодня играет команда Ксении Накладовой, Юлия Смирнова, Мурманск, Елизавета Авдеенко, Одесса, Марина Левина, Горловка. Елена Потанина, Одесса, Галина Глускер, Санкт-Петербург и капитан команды Ксения Накладова, Москва. Тренер команды магистра игры «Что, где, когда» Виктор Сиднев. Против команды Ксении Накладовой сегодня играют 12 телезрителей. Мария Назина, Москва, Леонид Крайнов, Рытов, Нижний Новгород, Лев Князьков, Кирово-Чепецк, Татьяна Тягай, Сергиев Посад, Ольга Тетерина, Марки, Людмила Глинина, Богучар, Яна Нагорнова, Томск, Наталья Драгун, Минск, Валерий Рая, Речица, Елена Шаркочина, Кольчугина, Светлана Никитина, Пугачев, Бураки, Туякова, Бишкек. 13-й сектор. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, госпожа Накладова. Здравствуйте. Добрый вечер, господин ведущий. Вам сегодня предстоит нелегкое испытание. Страшновато уже? Немножко. Если вам будет очень тяжело, напоминаю вам, что один раз за игру вы можете взять помощь клуба. И еще один раз помощь магистра. Ваш тренер Виктор Сиднев один раунд может сыграть вместе с вами. Помощь магистра нужно брать, Ксения, до начала раунда, а помощь клуба уже после минуты обсуждения. А сейчас первый вопрос. Минск. Против вас играет сотрудник фирмы по изготовлению обуви Наталья Драгун, город Минск, Белоруссия. Ксения, вопрос этот снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Проткнула 2 раза, связала все вместе. За крюк зацепившись, осталась на месте. И то, что свершила, собою закрыла. Иллюзии подумались, очень красиво. А отгадка находится у вас в черном ящике. Желаю удачи! Что в черном ящике? Опус какая? Зачем закрыла, если это шанс есть? Пардон, 2 раза связала все вместе, закрыла, зацепила, осталась на месте. Что красиво. С собой. Связала с собой, закрыла. С собой накрыла там или закрыла? Закрыла. И люди подумали, очень красиво. Тишина в зале, я прошу. Паутина. А может быть паутина? Нет, почему? Хорошо, но здесь не будет паутина. Какой-то хороший Макраме может быть. Паук. Да, паук может быть точно. Проткнула 2 раза. Почему проткнула 2 раза? Может, снег, снежинки, вот это вот изморозь. А почему проткнула 2 раза? Что можно проткнуть? За крюк. Облака какие-то. Может, это кружево, вышива какие-нибудь. А что еще можно да? Может, вокруг этого что-то сделать. Крюк. Кажется, проткнуто. Потом С собой накрыла скатерть. скатерть. А что? Паутина или паук? Наволочка, одеяло. Форма. Итак, Ксения, кто отвечает на этот вопрос? Отвечать, наверное, буду я. Прошу. Ну, мы считаем, что это паутина и паук. Паук на паутине. Ваш ответ понятен. А теперь внимание, внимание, правильный ответ. Елена Потанина сказала, что это должно быть очень красивое. Ксения, ну представьте еще раз. Проткнула 2 раза. Чем-то острым вы что-то проткнули 2 раза. Связала все вместе.
Потом там какой-то есть крюк. За крюк зацепившись, осталась на месте. И то, что свершило с собою, закрыло, то есть этот крюк не видно, и люди подумали, очень красиво. Откроем черный ящик. Это брошка. Это загадка про брошку. 1-0 в пользу телезрителей. Уважаемые телезрители, голосование началось. От вас зависит, какую сумму заработает Наталья Драгун из Минска. Госпожа Накладова, Да, господин ведущий. если у вас по ходу игры возникнут какие-то претензии по судейству, вы можете обращаться к Михаилу Шамолину, который будет в этом сезоне защищать интересы знатоков. Добрый вечер, господин Шамолин. Добрый вечер, господин ведущий. Скажите, пожалуйста, когда вы по телевизору раньше смотрели передачу «Что, где, когда», у вас складывалось ощущение, что знатоков засуживают? Ну, иногда. Голосование закончилось. 18 354 рубля заработала Наталья Драгун. И мы начинаем второй раунд. Уважаемые телезрители, пользователи интернета, как всегда, вы можете задавать свои вопросы знатокам в прямом эфире. Заходите на сайт 13.mts.ru и присылайте свой вопрос по интернету. Госпожа Накладова, скажите, а вы когда-нибудь задавали знатокам вопросы по интернету? Нет, Нет, в 13-й сектор не прислали никогда вопрос? нет, никогда. А никто из ваших, извините, Томск, потом это узнаем, против вас играет школьница Яна Нагорнова, город Томск. Внимание! Безумие величия. Госпожа Левина, посмотрите, вот, по-моему, рядом с вами картина. Перед вами безумие величия, а точнее мегаломания. Картина, написанная Рене Магритом в 1948 году. На написание этой картины художника натолкнули два произведения искусства. Одно из них – это картина Сандро Боттичелли. Какое, как вы думаете? «Рождение Венеры». Да. Вы знаете эту картину? Да. Внимание, вопрос. Назовите второе произведение. Это не черный квадрат. Милоская, ребята. Венера Милоская. Ты хорошо, Венера Милоская. Пусти, да, произведение. Почему квадрат? Матрешка, произведение. Не может быть черный квадрат, потому что квадрат. Почему безумие величия названо? Это значит, что что-то, еще кто-то такое великое, что-то какая-то известная. Почему свеча стоит? Объясните мне, почему. Зашморен, Венера Милоская. Венера Милоская, да. Ребят, давайте еще. Еще. Облака, небо, свеча. Облака не похоже на картину Дали какую-нибудь? Нет, ну, ребят, произведение искусства не обязательно картина. Ну, это скорее фольклор какой-то. Где у нас есть еще свеча? А почему свеча еще? Что она может Картина с свечой. Одна свеча стоит. Тайная вечеря. Черный подарок, хорошо. А без головы, без головы. И Иоанна Крестителя голова. Не знаю, почему свеча. Кто придет? Так, прошу, кто отвечает? А отвечать будет Марина Левина. Марина Левина. Прошу, Марина. Ну, мы считаем, что это второе произведение искусства, которое послужило прототипом для этой картины, это Венера Милоская. То есть рождение Венеры и Венера Милоская. Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Перед тем, как его сказать, Ксения, скажите, пожалуйста, а какие вы еще версии запомнили? Но еще черный квадрат Малевича был. Угу. Были несколько вариантов на тему, почему свеча стоит. Вот. И так, «Тайная вечеря» была, собственно говоря. «Матрешка» как вариант был. Посмотрите, на картине фигура, составленная из 3 женских торсов, словно вырастающих друг из друга. Второе произведение искусства, подтолкнувшее Рене Магрита на написание этой картины, как вам говорила, по-моему, Галина Глускер, это русская матрешка. 2-0 в пользу телезрителей.
Уважаемые телезрители, голосование началось. Господин Шамолин, что за приз вы подготовили для этой команды? Ну, мы следуем традиции дарить книги. И сегодня эта книга принадлежащая первому обладателю «Хрустальной совы» за всю историю игр «Что, где, когда» Нурали Латыпову. Пожалуйста. Нурали Латыпову. Добрый вечер, Нурали. Что за приз у вас, расскажите. Значит, прекрасное издание Амара Хаяма. Я оператора попрошу, покажите, пожалуйста, книжку. А то телезрители видят плашку для голосования и не видят книгу. Сегодня здесь играют девушки, и апрель на дворе. Поэтому, в первую очередь, кто не пылал любовью страстной, милые, без утешения влачит свой век унылый, дни, проведенные без радости любви, считаю тяготы унылые и постылые. Благодарю вас, господин Латыпов. Госпожа Накладова, сегодня приз «Любимая книга», насколько я знаю, вашего любимого знатока Нурали Латыпова. Я думаю, что вам надо собраться и постараться выиграть. Mr. Williamson hit. We're late? Yes. Елена Потанина. Кто же это? Я это сделала. И капитан команды Ксения Накладова. Голосование закончилось. 157 491 рубль. Третий раунд. Госпожа Смирнова, скажите, пожалуйста, а вы впервые прыгали с парашютом? Да, господин ведущий, я впервые прыгала. Расскажите об ощущениях, что страшнее, с парашютом или первый раз прыгать, или вот, что где когда играть? Вы знаете, господин ведущий, вот с парашютом бы я второй раз прыгнула бы. А за стол вы второй раз не сели, я вас понял. Юля, скажите, ну хорошо, Речица. Против вас играет юрист Валерий Рай, город Речица, Гомельская область, Белоруссия. Госпожа Смирнова, Да, господин. старожилы нашего клуба очень любят загадки Леонардо да Винчи. А как вы к ним относитесь? Сталкивалась с ними, господин ведущий. Кости мертвецов в быстром движении вершат судьбу того, кто их движет. Внимание, вопрос. Разгадайте загадку Леонардо. О чем это он? Рулетка, может быть. Прозрачные игральные кости. Прозрачные кости, рулетка, вот бильярдные шары. Кость, В быстром движении. Еще две судьба решает. Бильярдные шары, это было в игре на Леонардо да Винчи? Не знаю. Так было, наверное. вот в кости играем тоже. Ребята, движись тыка. Не может быть какой-то движущийся аппарат. Это что Вот в котором находится человек, например. А может телега какая-нибудь? Шахматы, Шахматы. Да, может, а что еще? Почему вершат судьбу того, кто их движет? Таро. Опять мы в игру будем. На смертную казнь, я не знаю, как бы там русская рулетка, там Ребята, кости. сделаем быстрое движение. Где мы делаем быстрое движение? Быстрое движение Я не знаю, шахмат. но тогда еще не было. Быстрое движение. Там Мертвецов, может стильные быть, наконечники стрел, я слоны. не знаю. Каких-то животных, Нет, каких-то животных, ну, может быть. Из чего у нас? Из костей чего сделают? У нас Форма вопроса какая? В быстром движении. В быстром движении. Быстрым шахматом. Прошу, Ксения. В зале тишина. Отвечать будет Елизавета Авдеенко.
Прошу, Елизавета. Кости мертвецов в быстром движении вершат судьбу того, кто их движет. Мы предполагаем, что речь идет об игре в шахматы. О шахматных фигурах. Так, кто сказал игральные кости? Кто сказал игральные кости? Кто? Нет, а я имею в виду из зала. Вот сейчас, кто сказал игральные кости? Я спрашиваю, кто хочет выйти на улицу. Там дождь, господин ведущий. Господа, ну действительно очень трудно. Вы поймите, девушкам трудно, и вы своим гулом им мешаете. Кости мертвецов в быстром, внимание, правильный ответ. Кости мертвецов в быстром движении вершат судьбу того, кто их движет. Это загадка Леонардо об игральных костях, которые раньше делали из костей животных. Ксения, скажите, я правильно запомнил? По-моему, опять Галина Глускер это сказала. Ну, это вообще первая версия на столе была. Но она вам не понравилась. 3-0 в пользу телезрителей. И вновь голосование началось. По-моему, это была последняя загадка Леонардо да Винчи, которую знатоки еще не знали. По-моему, они уже, господин Поташов, по-моему, уже все загадки Леонардо да Винчи выучены знатоками наизусть. Или вы еще какие-то скрижали изучаете? Он продолжает сочинять, судя по всему, никак не успокоится. А, еще продолжают их сочинять. Голосование закончилось. Валерий Рай из города Речица получает 57 342 рубля. Госпожа Накладова, я думаю, что сейчас вам самое время прийти в себя и передохнуть. 3-0 можно отыграть. Реклама на первом. Как раз попросить сейчас взять помощь нашего магистра в следующем раунде. Помощь магистра вы Да. хотите сейчас взять? Да. Ну что ж, я не могу вам отказать. Команда просит помощь магистра. Таким образом, этот вопрос команда будет обсуждать всемиром. Вместе со своим тренером, магистром игры «Что, где, когда» Виктором Сидневым. Прошу вас, господин Сиднев. Да, господин ведущий, Четвертый раунд. у меня до начала раунда... А вы говорите. У меня до начала раунда еще один вопрос. Можем ли мы в этом же раунде, если нам понадобится, использовать помощь клуба? Конечно, господин Сиднев. Но лучше не надо, я так понимаю. Лучше не надо. Мне просто надо выиграть, да? Надо выиграть, да. Покажите всю команду, давайте мы посмотрим. Господин Напоминает- ведущий, я думаю, вы со мной согласитесь, что это самая прекрасная команда в клубе. Значит, четвертый раз Волчок показывает на одно и то же место. Я прошу его заменить, поскольку, знаете, во времена... Давайте посмотрим на место, которое показывает Волчок. Во времена... Кольчугина. Но это четвертый раз на одну и ту же точку показывает. Да, Волчок. господин Борщевский, мы заменим. Вы хотите еще раз перекручивать? Да, я Волчок? хочу заменить Волчок и перекрутить. Господин Борщевский, нас могут обвинить телезрители в том, что... Не вас, меня. Значит, четвертый раз Нет. Волчок показывает на одну и ту же точку. Это, знаете, во время моей молодости было такое выражение. Первый раз случайность, второй раз совпадение, третий раз КГБ. Четвертый раз мы даже не знали, что это такое. Господин Борщевский, давайте так. Четвертый раз это что, где, когда? Вот. Ну, Мы заменим Волчок, но господин Гусельников. Я абсолютно согласен с заменой Волчка, мы потом после вопроса поговорим на эту тему, но сейчас вопрос выпал, он должен сыграть. Очевидно. Я абсолютно... Господин Шамолин, вы не возражаете? Нет, в данном случае не возражаю. Итак, Кольчугина. Против вас играет Елена Шаркочина, город Кольчугино, Владимирская область. Волчок меняют пока, да? Покажите мне, пожалуйста. Волчок еще здесь? Хорошо, забирайте Волчок. А вас, уважаемые знатоки, я прошу посмотреть на фотографию. На фотографии Елена Шаркочина и ее сосед Саша. Смотрите на фотографию. Госпожа Накладова. Да, господин. Саша очень любит ходить в гости к Елене Васильевне. И всегда к приходу мальчика, соседского мальчика,
Телезрительница готовит, внимание, ножницы и вилка. Видите, самые обычные ножницы и самая обычная вилка. Внимание, вопрос. Чем любит заниматься Саша в гостях у Елены Васильевны? Цветы какие-то. Да, что-то папье-маше делать. Бумажные вилка, пластилин. А вилка зачем? А вилка в качестве этого. Да, ребят, цветок видно, хорошо. Все-таки что-нибудь сладкое приходит есть. А ножницы зачем? Ножницы. Соты режут, я знаю, я видела. А вилка зачем тогда? А вилку можно руками. Выковыривать. Что там еще есть? Чашки чайные. Чашки видно, вазочка хрустальная. Что еще сюда, девочки? Цветок стоит бумажный. Да, там, кстати, не один бумажный цветок, там 3 бумажных цветка на заднем фоне. Много бумажных. Они бумажные? Ну, похоже на ребят, значит, что-то нужно отрезать, накрутить. Вилкой, может, просто... Может быть, вилка в качестве черенка просто используется для вырезания цветов вот этих бумажных просто, и они у нее стоят. Да, на нее насаживают. Они... Ну, там, посмотрите, Да? А иногда, может быть, действительно вилкой что-то накручивать. Да. И была фраза «посмотрите на фотографии». Может быть, надо не на мальчика было смотреть, а на цветы. А там просто Там есть бумажные цветы. Да, на фоне, на заднем фоне. Ну что, берем бумажные цветы? Да. Давайте оставим потом. Да, оставляйте. Прошу, кто отвечает? Отвечать буду я. Вы не будете брать помощь клуба? Нет, сейчас не будем. Итак, Саша, вам предложил посмотреть на фотографию, на ней Елена Шаркочина, ее сосед Саша. Саша очень любит ходить в гости к Елене Васильевне, к приходу соседского мальчика, телезрительница готовит 2 вот этих предмета. Возьмите их в руки, пожалуйста, и прошу, отвечайте. Что делают? Нам кажется, что с помощью вот этих вот предметов Саша изготовляет бумажные цветы, например, он ножницами вырезает их из бумаги, а в качестве вот стебелька для бумажного цветка служит вилка. Например, он их просто насаживает таким образом или накручивает на вилку. Может быть так. Я даже не знаю, к кому из вас обращаться, госпожа Накладова и господин Сиднев. Скажите, пожалуйста, а вот в обсуждении кто-то говорил, и вы, господин Сиднев, по-моему, что-то ест, накручивает, и еще нужны ножницы. Внимание, правильный ответ. В гостях у Елены Васильевны Саша очень любит, посмотрите на экран. Есть макароны. Вилкой он их берет, а ножницами режет. 4-0 в пользу телезрителей. Голосование началось. Господин Гусельников, скажите, а в какую сумму вы бы оценили этот вопрос? Вот лично вы. Мне этот вопрос очень нравится. Мне кажется, это очень интересный, веселый, хороший вопрос. Господин Гусельников, внимание на экран. Внимание! Лучшим игроком 2005 года признана Жанна Полянская. Награда ждет вас, Жанна. Прошу вас. Мы специально прилетели на родину Жанны Полянской в город Сыктывкар, чтобы узнать, как поживает самый профессиональный, самый непобедимый игрок команды телезрителей. Мы приехали к дому Жанны Полянской. Она ничего не знает о нашем приезде, поэтому этот визит будет для нее полной неожиданностью. Нажимаем звонок. Здравствуйте. Даша. Здравствуйте, Жанна. Ничего себе, а я ждем звонка. Даша, ну ты мне ничего не сказала.
У каждого человека в жизни должна быть сказка. Вот я считаю, что моя сказка свершилась в жизни именно 24 декабря. И свершилась самая большая мечта, и моя, и всей моей семьи. Ну, вообще, это как бы непередаваемое ощущение. Вообще, это как будто бы вот земля вдруг вся куда-то провалилась. Я вообще ничего не слышала, не чувствовала. Вообще, как бы полная прострация такая. В то же время, как бы вот захлестнула меня волна такого как бы счастья. Вот, я спускалась по ступенькам, очень волновалась. Потом мы дома просматривали вот кадры пленки, там даже 2 раза подскользнулась. Очень боялась упасть, сова была тяжелая, холодная, поэтому по ступенькам шла очень аккуратно. Ну, конечно, у нас тут был праздник, можно сказать, 2 месяца. До сих пор он еще не прекращался. Праздновали на работе, когда я приехала, меня уже все ждали. Вот, праздновали с друзьями. Праздновали в школе у моей дочери, праздновали, где только можно праздновать, мы праздновали. Скажите, пожалуйста, а имя Жанна Полянская вам говорит о чем? Да, мы болеем за нее всегда. Которая получила миллион на последние 2 и давно участвует. Знаю ее прекрасно. Жанна Полянская – это у нас игрок. Которая обыграла там это. Неоднократно. Да, знакома. Я видела как раз эту передачу. Она задала вопрос, и она выиграла большую сумму денег. Слышал, но лично не знаю, да. Я поехала после «Что, где, когда» в санатории. Меня узнали там даже в бассейне в резиновой шапочке. Мужчина подошел и сказал: это вы выиграли «Что, где, когда»? Я сказала: да, это я. На один из выигрышей мы купили нашей дочери Даше компьютер. Выигрыш в игре с ведущими Первого канала мы всей семьей поехали в Турцию. Это был наш первый выезд за границу. Есть у меня шуба от программы «Что, где, когда» норковая. В декабре мы купили машину. В этот выигрыш мы хотели решить свой жилищный вопрос. Вот этой болезни нет лекарства. Мы дальше будем присылать вопросы «Что, где, когда». Будем участвовать обязательно. Надеяться на новую встречу со знатоками. 1 миллион 179 тысяч 660 рублей заработала Жанна Полянская на программе «Что, где, когда». Таким выигрышем надо стремиться. А сейчас мы узнаем, с какого выигрыша начнет Елена Шаркочина. 89 661 рубль. Поздравляем вас, Елена. Я думаю, что Саша теперь может часто ходить за макаронами к соседке. 5-й раунд. Господин Сидник, вы уже встали. Господин Сидник, скажите, ну что делать команде? Ну, я думаю, сейчас терять уже нечего. Теперь надо играть. То есть пора уже поиграть немножко? Я думаю, что да. Вы знаете, я думаю, что вот этот зажим, который был в начале, он сейчас пройдет, и все будет нормально. Ну что ж, посмотрим. Марина, у вас прошел зажим? Меня? Да. Пытаюсь с ним бороться. Другой волчок показывает на то же место. Итак, Пугачев. Против вас играет филолог Светлана Никитина, город Пугачев, Саратовская область. Послушайте внимательно. Тишина. Я прошу только в зале тишина. Я думаю, что сейчас будет особенно обидно, чтобы счет был 5-0 из-за того, что вы громко разговариваете. И древний римский моралист, и древний греческий поэт, и французский писатель, и немецкий драматург посвятили ей свою жизнь. Внимание, вопрос. Через 1 минуту вам нужно назвать не только ее, но ее древнегреческого отца и русского дедушку. Карамзин. Древнегреческий отец истории. А дедушка истории? Моралист. Кого мы знаем? Соловьев, кто еще был? Басни, может, Эзоп и Крылов. Вот это тоже хорошо, кстати. Филолог. Французский поэт Лафайет. Лафонтен. Эзоп и Крылов. Да. Дедушка Крылов говорили. Дедушка Крылов говорили. Еще. История басни. Что еще? Басни. Значит, называем ее отца и дедушку, правильно? Да. Древнеримский
Да, Да. немецкий Еще драматург. Немецкий драматург. Так, давайте еще может быть, подумаем. Покрутим. Может быть, трагедия, драма. Нет, ну понимаешь, почему только эти названы? То есть это что-то более такое уникальное. Еще есть родственники. Да. Дядя. Мольер. Мать городов. Мольер, я не знаю. Французский поэт. Мольер. Комедия. Может быть, отец комедии? Нету. Не говорили. Все, трагедия, все. Трагедия, может Кто? быть, не знаю, Елена Потанина. Лена. Итак, кто отвечает? Отвечает Елена Потанина. Елена Потанина. Господин ведущий, мы считаем, что она — это басня. В вопросе речь идет о басне. Ее отец — это Эзоп, а дедушка — Крылов. Тишина в зале. Теперь, внимание, правильный ответ. Русский дедушка Иван Андреевич Крылов. Отцом басни, как известно, является Эзоп. Счет становится 4-1. Елена Потанина. Елена, вы начали вот этот путь возрождения команды. Я надеюсь, что, может быть, с вашей помощью она сегодня возродится. Господа магистры, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, вы мне посоветуете, что мне делать с залом? Просто какое-то безобразие. Наверное, весна на всех подействовала. Все разговаривают, хлопают, кричат. Солидные люди, а просто как школьники. Я думаю, что зал искренне болеет за команду и правильно делает. Ну что, реклама на первом. 6-й раунд. Госпожа Потанина, скажите, вас в клубе как-то напутствовали? Что-то вам говорили, что вам тут делать нужно? Ой, напутствовало очень много людей, и советы были разные. Играть, бороться, получить удовольствие от того, что мы делаем. Очень много советов. Удается вам? Мы стараемся. Итак, а сейчас... Нет, марки. Правильно? Да. Марки. Против вас играет ученица 11 класса Ольга Тетерина, поселок Марки, Республика Марий-Эл. Внимание! Черный ящик. Госпожа Накладов. Да, господин ведущий. В старину считали, что если яблоня перестает плодоносить, то к ней надо подойти, высказать слова угрозы и зарыть под нее то, что находится сейчас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там? Хорошо. Хорошо, еще какие-то мысли. Какие-нибудь там бутылки, что-нибудь там. Может быть, такая... Вредители какие-нибудь, я не знаю. Вредители? Ну да. Хорошо. А если это какие-то... Нож, огниво, со шном. Это что, старину? Это наше самое. Ведро какое-то. А удобрение? Слушайте, ребята, Скажем, какие удобрения можно... на дрова печь. О, кстати, хорошо. Ну, печь не буду зарывать. Ведро навоза, все. Почему печь в ящике? Ну, есть только... Ну, плохо. Еще какие-то мысли? На что можно пустить? На строительство дома. Ладно, здоровье. Ну, не знаю, на Ростов. А пилу нельзя там? Ну, все это все взвесено, известно, барак. Еще какого-нибудь там. Ребята, а если там что-то, ну, типа яблоко зарыть, чтобы, ну, просто показать, как она должна плодоносить, я не знаю. Может быть, зарыть что-нибудь подношение какое-то? Может, не, до угрозы, понимаешь, там было... Так, тишина. Ксения, кто отвечает? Отвечает. Тишина в зале, хорошо. Отвечает Елизавета Авдеенко. Господин ведущий, попробуем предположить, что угрожали яблоне срубить ее. И зарывали, клали в землю топор. Теперь, внимание, правильный ответ. Чем можно угрожать яблоне? В старину было.
Чего она могла бояться? Пожар. Срубить. Срубить. Согласно этой традиции, слова угрозы нужно было произносить, держа в руках предмет, который потом зарывали под яблоню. В нашем черном ящике топор. 4-2. On the night the elevator crashed, you and Mr. Williams and Kate were all working late? Yes. Елизавета Авдеенко. Госпожа Авдеенко, скажите, а вы на самом деле любите рыбачить? Люблю. На самом деле. Не говорю, что умею, но люблю. Любите. А что вы там читали? Книжечку читала. Детектив на английском языке. Сидни Шелдон. Госпожа Авдеенко, вы знаете, самое интересное, что вот это, то, что клали топор, помогало. И как выяснили современные ученые, топор или любой другой металлический предмет изменял влияние и вектор магнитно-силовых линий телурических сетей кария в геопатогенной зоне яблони. Да. Будем надеяться, что нам топор тоже поможет. А наши предки просто клали топор. Счет 4-2. Пока в пользу команды телезрителей. Мы начинаем 7-й раунд. Госпожа Накладов, ну что, вам полегче стало? Ну, не то чтобы полегче, но получше. Получше. Самое главное вам сейчас не расслабляться. Да. Хотя, если я правильно помню, из 6 вопросов только на 2 у вас не было правильного ответа, да? 2 правильных, 2 неправильных и 2 раза не тот выбрали. Бишкек. Против вас играет семейный врач Бураки Туякова, город Бишкек, Киргизия. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами памятник, установленный в 1983 году в честь изобретения, которое в 1843 году сделал Якуб Криштоф Рад. Это изобретение было сделано во многом из-за того, что жена Якуба, Юлиана, получила травму. Внимание, вопрос. Что это была за травма и при каких обстоятельствах она была получена? Она, по-моему, поскользнулась, может. Нет, она щипцами, по-моему, поранила руку и изобрели, по-моему, сахаросфенат, если я не ошибаюсь. А что за травма у нее могла быть? Ну, щипцами поранила, ножом колола сахар. Мне так кажется. То есть она скалывала и да, изобрели маленькие кусочки, просто которые могли быть. Хорошо, давайте еще смотрим. Похоже, еще. На что это вообще похоже? Гипс. На таблетку гипса, но сломал. На таблетку не похоже ни на какую? Нет. А гипс раньше не понятно. Что-то квадратной правильной формы. Квадратной правильной формы. Квадратная, как кубик. Ну да, кубик Рассечённый. Травма. Не знаю, там упаковка для подавки какая-нибудь. Она врач, ребята, что? Она врач, да. Врач, может, поэтому знает, что травма читала историю. Хорошо, еще. Чаще белое мыло. Мыло нет, не может быть. Нет, Кости, опять же, игральные какие-то. Кубики какие-то, может быть. что? Сахар. Сахар, хорошо, есть. Делаешь. Еще какие-то мысли. Итак, кто отвечает? Отвечает Елизавета Авдеенко. Прошу, Елизавета. Нам кажется, что данный памятник установлен сахару, который делают в кусочках. А супруга изобретателя сахара в кусочках поранилась тогда, когда, допустим, откалывала от большого куска маленький, вот поранила себе руку. И муж ее решил, чтобы она в дальнейшем не ранила себе руки, изобрести сахар в кусочках. Абсолютно правильный ответ. 4-3. Елизавета Авдеенко приносит 3-е очко для своей команды. Госпожа Голубева, добрый вечер. Валентина, вы были первым и пока единственным капитаном женской команды в нашем клубе. Как вы относитесь к игре этой команды? С ревностью? И вообще вам нравится, как они играют?
Могли бы лучше. Да? Может, вы их возьмете у господина Сиднева на перековку, на переподготовку? Галя, простите. Я не сплю. Ой, не галдите, пожалуйста, я ничего... О, вот, я все понял. То я не понял, что это за писк такой стоит. Госпожа Шавинская, скажите, а вот вы, когда играли первую игру, вы тоже так тряслись в первых раундах? Я уже, честно говоря, не помню. Я думаю, еще больше. Больше даже тряслись. Вы, кстати, по-моему, проиграли первую игру. Да, первую игру проиграли. Первую игру проиграли. Госпожа Орлова, а что вы посоветуете девушкам? Что им нужно сделать для того, чтобы вырвать сегодня победу? Девчонки, верьте в себя, у вас все получается, все нормально. Вы преодолели свой первый страх, и теперь все будет замечательно. Просто... Надо везения немного. Спасибо. Счет 4-3. Пока в пользу телезрителей мы начинаем 8-й раунд. Уважаемые телезрители, в составе этой команды играют 4 студентки. Марина Левина, студентка Горловского института иностранных языков, Галина Глускер, студентка Санкт-Петербургского государственного университета, Ксения Накладова, Московского государственного университета, Елена Потанина, Одесского национального университета, Елизавета Авдеенко, ведущий экономист банка, и Юлия Смирнова, педагог, психолог. Все играют в клубах «Что, где, когда» в своих городах, участвуют в различных турнирах. 13-й сектор. Интернет против знатоков. За время прямой трансляции поступило 10 682 вопроса. И сейчас компьютер выберет один из них. Итак, против вас играет Татьяна Фомченкова, менеджер по продажам, город Смоленск. Внимание, вопрос. Две служанки объединились с убийцей и сотворили перерождение. О чем идет речь? Это какое-то произведение, по-моему. Пьеса какая-нибудь. Две служанки, один убийца. Один убийца. Что-то с сахаром. Да, это какой-то химическая реакция. Что-то во что превращается. Что-то во что-то превращается. Две служанки, что у нас служит? Руки, может быть, я не знаю. Реакция какая-нибудь. Так, ребята, убийцы какие у нас? Что он убивает? Сахар, соль. Азот это как бы, я помню, что-то... Еще какие-то, отвлекитесь. Азот убивает. А может это банально какое-нибудь произведение, какое-нибудь литературное? Может быть, но какое? Две служанки объединились с убийцей. И сотворили перерождение. Перерождение, превращение. Что-то переродилось, кто-то другую субстанцию. Ребята, это что-то вода и лед, может быть, что-то, когда объединяется у нас. Кого нужно служанку? Газ какой-то, углерод, водород, там, я не знаю, что у нас... Ну, что какие-то... Я не знаю, нас... Давай нет, не берем помощь. Хорошо. А какие у нас мысли? А что... Кто отвечает, Ксения? Тишина в зале, прошу. Отвечать буду я. Ну, вполне возможно, что, может быть, идет речь о том, как кладут, например, сахар в чай, размешивание сахара в чае, например. Сахар в чай. Да. Вы знаете, я не знаю, как отреагировать на ваш ответ. Господин Борщевский отреагировал, извините, отрицательно. Он, наверное, знает. Да, господин Борщевский? Ну, знать не знаю, но у нас версия другая. В нашем уголке другая версия. И какая, если не секрет? Ну, мы как-то больше думаем по поводу H2O. Кислород убийца, а две служанки это H. Перерождение газа в воду. Здорово. А теперь, внимание, правильный ответ. Это 3 клавиши, я так понимаю, на клавиатуре. Ctrl-Alt-Delete. 5-3. 5-3 используют телезрителей. Голосование началось. Замечательный вопрос для всех, кто часто пользуется компьютером. Мне кажется, он хороший. Я призываю телезрителей голосовать за этот вопрос. А сейчас хотел бы объявить о последнем голосовании. Мне кажется, победа телезрителей не за горами. И голосования на 6-й вопрос не будет, потому что очень мало времени. И мы просто утвердим на эту серию игр, что тот, кто телезритель, приносящий победное очко команде телезрителей, будет получать 60 000 рублей.
60 тысяч рублей. Действительно, в это время уже не будет времени на голосование. 53 865 рублей заработала Татьяна Фомченкова из Смоленска. Поздравляем вас, Татьяна. 9-й раунд. А у вас толчок крутится вообще? Москва. Против вас играет студентка Мария Назина, город Москва. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В XVIII веке на Новгородском тракте существовала традиция. Самые красивые девушки выходили на дорогу и торговали разными товарами. Но самым ходовым товаром были баранки, потому что к ним полагался специальный подарок. Внимание, вопрос. Что это был за подарок и почему он прилагался именно к баранкам? А чтобы сладкие были, мед сластить. Сластить мне губы. Красивые девушки. Сахарные, потому что баранки были сахарные. Дырка в гаечке. А может, они через баранку так целовали, я не знаю, через дырку там. О, кстати, хорошо, красиво. Дальше думаем. Дальше думаем. Почему? Ну хорошо, а почему? Почему они целовали? Почему именно через дырку? Ну, а почему баранки не достанешь, понимаешь? Да, понятно. Еще. Собака была. Две косички у нее было. Корзинка у нее платок, между прочим, на шее был. Почему? Какой тракт был? Новгородский? А что на новгородском? Может, наливала там что-нибудь чаю или там еще граммов. Ну, понимаешь, что я была апельсином. Поцелуй меня тоже. Слушайте, а может это какой-то обряд сватовской был? Ну как мимо? Ксюха, просто бери поцелуй. Ну а почему? Через баранку все равно не поцелуешь, понимаешь? Итак, тишина в зале. Берете ли вы помощь клуба? Нет. Не берете. То есть вы уверены. И кто отвечает? Отвечать буду я. Прошу, Ксения. Мы предполагаем, что подарком был поцелуй, а целовались они через дырку в баранке. Таким образом, собственно, поцеловать невозможно, потому что баранка довольно большая. Ну, то есть толстая. И поцелуя как такового, в общем-то, не было. Ну, или был, но он был незначительный. А теперь, честно говоря, я не понял, почему все так радуются. Теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Лучший подарок для проезжего молодца от красивой девушки – это, конечно, поцелуй. Но девушкам было неприлично целоваться со всеми подряд. А с помощью баранки она могла поцеловать покупателя через баранку. Ксения Накладова, 4-5. Ксения Накладова. Счет 5-4. И мы начинаем 10-й раунд. Ну, Ксения, если вам удастся сегодня выпутаться, скажите, Ксения, откуда вы знаете про такие поцелуи через баранки? Да, в общем-то, не знаю. Команда помогла догадаться. А кто-то знал про такие поцелуи или сами придумали? Ой, вы знаете, придумали одновременно, насколько я поняла, и Марина Левина, и Лиза Авдеенко. Я думаю, может быть, они знают. То есть с поцелуями у вас все в порядке? Так, с баранками. Так, давайте внимательно посмотрим. Все-таки Кирово-Чепецк, да? Против вас играет ветеран Великой Отечественной войны Лев Князьков. Город Кирово-Чепецк, Кировская область. Внимание, 2 медали.
Госпожа Глускер, брать в руки это нельзя. Пожалуйста. Но посмотрите, перед вами оборотные стороны двух медалей. За победу над Германией и за победу над Японией. Посмотрели? Достаточно. А теперь, внимание, вопрос. Чем отличаются изображения на лицевой стороне этих медалей? Главнокомандующий менялся? Может, год разный? Нет, год один, 45-й. 45-й. Главнокомандующий менялся в этот момент? Портрет может быть разный. Сталин, Ленин? Нет, Сталин, Сталин, Ну, я не знаю просто истории совсем. Еще что-то. Здание. Подождите, в принципе, с Японией это не был мирный договор подписан. Может, не было, что-то связано, я не знаю. Символика национальная. Может быть, были разные герб Советского Союза? Нет, герб был примерно... Вот 45 году. А может, покрытие разное, допустим, может быть, цвет разный какой-то. Я не говорю, изображения. Изображение. Наверняка Что? Там может, там быть на флаг, лицевой части? там флаг Германии, там флаг Японии. Может, звезды разные. Там портрет Наверное, все-таки, наверное, это самое. Наверное, главнокомандующий, скорее всего. Может быть, да, еще. Я... Мысли какие-то, но если главнокомандующий менялся, то Ну, что фуражки, могло поменяться? может, Может быть, какие-то, кокарды какие-то, я не знаю, портреты. Итак, прошу. Вы хотели взять помощь клуба. Помощь клуба. У вас есть 20 секунд на помощь клуба. Смотрит в разные стороны. Все хотим играть. Да, хорошо. В разные стороны. Да. Генералиссимус в форме. Один тоже. Все, Вы готовы отвечать? Да, готовы. Хорошо, отвечайте. Отвечать буду я. Как нам подсказали, собственно, из зала, Сталин на этих медалях смотрит в разные стороны. В сторону Германии и в сторону Японии, соответственно. Вам подсказали хором господин Друзь и господин Левин. Еще становится 5 лет. Посмотрите на медали. Посмотрите, девушки. Вы хотя бы будете знать. Вот за победу над Германией, а вот за победу над Японией. Господин Левин. Господин Левин, надо, если уж вы знаете про эти медали, надо дочери своевременно рассказывать. Сейчас уже поздно. Почему поздно? Вовремя? А так мы без помощи клуба ответили. Счет 5-5. И мы начинаем 11-й раунд. Госпожа Левина, скажите, а в каком возрасте вы узнали, что ваш папа знаток? Ну, где-то лет 12-13. А когда вы решили попробовать свои силы? Ну, знаете, я съездила на турнир, мне очень понравилась атмосфера, и я решила тоже попробовать себя. Господин Левин, сейчас уже поздно что-либо обсуждать. Все, что вы могли, вы уже для Марины сделали. Но давайте внимательно посмотрим. Богучар или Сергиев? Нет, вы знаете, как Богучар. Против вас играет майор медицинской службы Людмила Гринина, город Богучар, Воронежская область. Господин Гусельников. Я буду отвечать на это. Если бы раньше кто-то выплачивал компенсации невыпавшим вопросам, Людмила заработала бы уже приличные деньги. Потому что этот вопрос уже лежал на столе 4 раза. Госпожа Накладова. Да, господин ведущий. В психиатрии известен синдром. Тишина в зале. Точнее, комплекс психических симптомов. Дереализация. Чувство нереальности окружающего мира. Деперсонализация. Чувство изменения своего «я». Нарушение восприятия своего тела. Госпожа Накладова, бывает такое у вас? У меня нет, господин ведущий. Слава богу, эти симптомы наблюдаются при эпилепсии, наркомании и шизофрении. Название этого синдрома ввел в медицинскую практику английский ученый по фамилии Тодд в 1955 году. А назвал его так же, как в 1865 году назвал одно из своих произведений известный писатель. Внимание, вопрос. Как в психиатрии называется этот синдром? Это не игрок или отверженный, или что-то
Игрок, синдром игрока. Хорошо, хорошо. Еще. А какой-нибудь миллион, я не знаю, что-нибудь вот такие вот. Нереальное Ты не помнишь, Юля? Что? Миллион вообще, да? Идет по психологии. Подкурим, не подходит. Подросток есть у Достоевского. Подросток. Может быть. Слушай, потерянный, я подумала, отверженный. Ребята, отсоединить нет, не знаю. Я думала про подростка. Я думала про подростка. Это вот чувство изменения своего я. Меняемся, да? То есть игра — это выход из своего я. Давайте уйдем от Достоевского. Что еще может быть? Кто там? Сальвадор Дали какой-нибудь. 865 год. 865 ранг. Гюго. Кто еще там у нас? Игра берем. Играла, естественно, Марин. Все, хорошо. Еще. А больше не было? Всех перебрали? Итак, кто отвечает? Прошу вас. Можно повторить вопрос, пожалуйста? Вы скажите, кто будет отвечать. Отвечать будет Марина Левина. Итак, у меня просьба к распорядителям в зале. Я знаю эти штучки опытных знатоков. Пока я буду повторять вопрос, все знатоки подробно расскажут в красках правильный ответ. Тем более я чувствую в зале ответ знаю. Итак, госпожа Левина. Да, господин ведущий. Ну, я не буду вам описывать этот длинный симптом. Вы, наверное, его запомните. Дереализация, чувство нереальности окружающего мира, изменение своего «я», нарушение восприятия своего тела. Название этого синдрома ввел в медицинскую практику английский ученый по фамилии Тодд в 1955 году и назвал его так же, как назвал одно из своих произведений известный писатель. Итак, как в психиатрии называется этот синдром? Мы считаем, что в психиатрии этот синдром называется синдромом игрока. А теперь, внимание, правильный ответ. Можно задать уточняющий вопрос? Господин Сидев, вы что-то хотели сказать? Да, уточняющий вопрос. Можно? Писатель был какой? Это вы к кому? Вам. Известный. Да, госпожа Левина. Да, господин ведущий. Правильный момент отметил господин Сиднев, госпожа Накладова. Вы почему-то пошли по русским писателям, а ученый английский. И, наверное, писатель, наверное, и произведение тоже английское, оно же ближе. Синдром, при котором человек испытывает чувство изменения своего «я», иначе воспринимает окружающий собственное тело, ощущение нереальным окружающий мир. Английский ученый тот назвал так же, как английский писатель Льюис Кэрролл, свою знаменитую сказку «Алиса в стране чудес». Помните, сегодня утром, когда я встала, это была я или не я? И тем не менее, к сожалению, вам не удалось спасти эту игру. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. Команда Ксении Накладовой терпит поражение и прекращает свое участие в сезоне 2006 года. Вот имена телезрителей-победителей. 18 354 рубля заработала Наталья Драгун из Минска. Вопрос о брошке. 157 491 рубль Яна Нагорного из Томска. Вопрос о матрешке. 57 442 рубля Валерий Рай, город Речицы. Вопрос об игральных костях. 89 661 рубль Елена Шаркочина. Вопрос о макаронах. 53 865 рублей в 13-м секторе выиграла Татьяна Фомченкова с вопросом о компьютере. И, наконец, Людмила Гринина получит от Финбанка 60 тысяч рублей как телезрительница, которая принесла решающее 6-е очко. Поздравляем вас, Людмила. Внимание! Сейчас будет определен лучший игрок команды Ксении Накладовой. Напомню, только он будет иметь, вернее, она будет иметь возможность сыграть в этом году. Господин Шамолин. Ксению Накладову. Ксения Накладова. Поздравляю вас, Ксения, вам приз от вашего любимого знатока
Нурали Латыпов. Господин Гусельников, кому же достанется приз за лучший вопрос? Вы знаете, мне кажется, лучший вопрос задала Шаркочин Ирина Васильевна со своим внуком. Простой наивный вопрос про очаровательный способ поедания макарон, который все могут взять на вооружение. Я, например, своим сыном попробую. Она и получит 30 тысяч рублей от Сбербанка. Дополнительно. Дополнительно. А все телезрители, чьи письма с вопросами остались на столе, получат компенсацию 10 тысяч рублей. Это вопрос Леонида Крайнова-Рытова из Нижнего Новгорода и Сергеева Посада Татьяны Снегай. А наша игра окончена. Марина Левина, Галина Глускер, Ксения Накладова, Елена Потанина, Елизавета Авдеенко и Юлия Смирнова. Спасибо вам за игру.